Всем привет! Наконец-то появилась возможность поделиться информацией о будущем нашего Dota 2 состава. Как вы помните, 2 месяца назад весь ростер был отправлен в инактив, и мы озвучивали свои планы по полной перезагрузке. Фактически рассматривалось 3 варианта. Первый вариант — это строительство команды вокруг лидера, капитана. Второй вариант — это отдельные игроки, которые эффективно, хорошо сочетаются и которые могут распределять между собой вот те самые лидерские обязанности. Ну и в процессе появился также у нас третий вариант — это подписание, можно сказать, готового ростера. Что касается каждого варианта, начну с варианта формирования из разных игроков, то есть такой некий пазл, собери состав. От него мы отказались первым, потому что он слишком рисковый. Нету никаких гарантий, что ребята сработаются, сойдутся в взглядах на доту, взглядах на жизнь, смогут сосуществовать, так как дота-команда может проводить вместе 2-3 недели в месяц. То есть, по сути, это твоя семья. Ну, а эти риски, о которых я сказал, мы себе сейчас позволить не можем. Что касается готового ростера, это был рабочий вариант, он действительно очень плотно обсуждался. У нас были достаточно конструктивные переговоры с штормами. Тем не менее, у этого варианта также оказалось очень много подводных камней, прежде всего связанных с логистикой, потому что большая часть состава живет в США, новый тренер живет в Канаде. Соответственно, в условиях таких сжатых сроков, когда уже в середине сентября начинается сезон, были определенные непонятки, в каком регионе играть квалы, можно ли эти регионы менять, потому что в правилах DPC вот такого непрямого запрета нет, ни разрешения на это нет, и непонятно было, как это будет выглядеть в будущем. Сможем ли мы играть квалы то тут, то там. Ну и также был еще такой момент, что команда хотела обязательно оставить своего менеджера. Вроде бы, казалось бы, мелочь, но для меня это весьма критично, потому что в такой конструкции нету абсолютно никакого у тебя контроля. Теряется всяческий контроль, то есть команда оказывается, что ли, сама по себе. Учитывая все сказанное, мы остановились на варианте с формированием состава вокруг сильного лидера и капитана. Не буду томить, этим человеком стал Акбар Санейка Бутаев, которого и вы, и мы хорошо знаете. Это тот человек, в таланте которого я лично и организация никогда не сомневались, точно так же, как и в его лидерских качествах. При этом, учитывая, наверное, мягко скажу, неудачные результаты Dota ростера Na'Vi в последние 3 года, самые светлые пятна — это те периоды, когда за команду играл Акбар. Что касается самого ростера, то на текущий момент он сформирован на 80%. Кроме Акбара на 5-й позиции, в команде остается Влад Кристаллайз, который, как и ранее, будет играть роль кэрри. На миде у нас будет молодой и, наверное, неизвестный широким массам HMMR игрок. Это Идан с ником Magical. И что касается позиции оффлейна, мы провели переговоры успешно с организацией Vega Squadron и достигли договоренности о трансфере Близи. На текущий момент остается вакантная 4-я позиция, и мы будем тестировать разных ребят. Как только у нас будет финальный кандидат или какие-то новости, кто с ребятами съедется уже на буткемп 10 сентября, мы обязательно это анонсируем. Что касается ребят, которые в состав не попали, а также персонала, который с командой работает, прокомментирую по порядку. Начну с тренера. С Саней у нас был контракт до августа, он, очевидно, закончился. Мы договаривались после TI, что мы встретимся, пообщаемся о возможности пролонгации. Собственно, на этом разговоре, который недавно состоялся, стало понятно, что у Сани немного поменялись интересы, что на 100% он отдаваться работе тренера не сможет. Ну и, собственно, в формате тренер-клуб мы нашу работу продолжать не будем.
Это не означает, что мы не будем сотрудничать в каких-то других форматах. Саня легенда Нави, там частичка Нави, и, в общем-то, наши хорошие отношения, они однозначно сохранятся. Что касается нового тренера, мы готовы рассматривать кандидатуры. Все те, кому может быть интересно попробовать себя в роли тренера Нави, могут писать менеджеру Игорю. Единственное условие, да, это должен быть либо проигрок текущий, либо в прошлом проигрок. Опять же, учитывая то, что писать надо Игорю, наверное, понимаете, что Игорь, менеджер состава, он остается на своем месте. Это человек, который с административной точки зрения меня устраивает на все 100%. Все игроки, которые работали с Игорем, знают, насколько комфортно, приятно работать, насколько четко всегда все организовано. В общем-то, что еще надо в работе менеджера. Что касается нашего аналитика Димы, его работой я также доволен на все 100%. Может кто-то рофлить, как я могу быть доволен на 100%, если такие результаты. Но тут момент не в той информации, которую он предоставлял, а тут больше речь о том, как эта информация воспринималась, насколько она использовалась, принималась. И с этим было очень много сложностей. Но тот объем работы, который Дима проделывал, он огромен. И, конечно, я на 100% хочу, чтобы Дима остался в составе, но есть момент с его и физической, и эмоциональной усталостью. Он пока решает, насколько он готов еще один сезон такого челленджа. Что касается ребят, которые оказались вне состава, формально у всех еще контракты с Нави действующие, но фактически ситуация весьма разная. Есть Федя, который пару месяцев в клубе, который еще находится на испытательном сроке, а есть Даня, который собой являет целую эпоху в истории клуба, который отдал этому клубу 7 лет и для многих, в принципе, является прямой ассоциацией с брендом. Соответственно, в вопросах их дальнейшего трудоустройства, поиска команд мы будем также использовать индивидуальный подход. Кто-то может получить статус свободного агента, кто-то помощь в осуществлении трансферов в ту или иную команду. В завершении хочу сказать, что это неимоверно сложное решение для организации, для меня лично. И я очень хочу попросить болельщиков, комьюнити в целом оказать поддержку составу, новым ребятам, особенно учитывая, что они молодые, и вот лишний этот прессинг, давление общественности, оно точно сейчас в плюс не пойдет. В свою очередь, будем держать вас в курсе апдейтов и по составу, и по тренерскому штабу. Всех люблю, болейте за Нави.